Всем привет, с вами Светлана. Планируете свой отдых в Созополе, но не знаете, что вас там ожидает? В этом видео мы разберем все за и против этого курорта. Я покажу актуальные цены на жилье, еду и развлечения. Проверим, какое море и пляж вас ожидают на самом деле. Ну что, вы готовы узнать всю правду о Созополе? Тогда давайте начнем. Созополь. Кратко о главном. Факты, цифры и первый сюрприз от курорта. Итак, Созополь в цифрах и фактах. Созополь расположен в 35 километрах южнее Бургаса. Делится на старый город на полуострове и новый город на материке. Имеет два основных пляжа с голубыми флагами. А вы знали, что Созополь – это один из древнейших городов на Болгарском побережье? Ну вот и первый сюрприз, который много говорит о его богатой истории. Когда-то город назывался Аполлония. Созополь – это место с великим прошлым, и это чувствуется на каждом шагу. Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Когда лучше всего ехать в Созополь? Пик сезона июль и август. Воздух прогревается до плюс 30 и выше, а вода в августе достигает пика плюс 25-26 градусов. Но будьте готовы к максимальному числу туристов. Июнь и сентябрь – бархатный сезон. Тепло, комфортно, меньше людей. Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды здесь сегодня. – 24,4. А теперь о нюансах моря. В отличие от многих других курортов, у берегов Созополя практически не бывает скоплений водорослей. Вода чистая, прозрачная. За все время мы не встретили ни одной медузы. Прибой бывает особенно на более открытом пляже Харманиты, но на центральном пляже в бухте почти всегда штиль. Подводный мир Созополя. Есть ли жизнь под волнами? Мы решили заглянуть под воду, чтобы проверить, есть ли жизнь в Черном море у берегов Созополя. Посмотрите сами. Несмотря на волны, хорошая прозрачность, песчаное дно. Как добраться в Созополь? Все способы. Самолет, автобус, своя машина. Добираемся до места. Самолет – ближайший аэропорт Бургас в 44 километрах. Автобус. От автовокзала Бургаса каждые полчаса ходят автобусы. Цена билета около 3 евро. Время пути – 45 минут. Это самый простой и бюджетный способ. Своя машина. Удобно, но будьте готовы к главному квесту – парковка. Она в Созополе платная почти везде и стоит около 2 евро в час. Позже я поделюсь лайфхаком, как сэкономить. Жилье в Созополе. Отели против апартаментов. Цены этого сезона и где искать. Теперь о самом важном вопросе любого отпуска – где жить. Рынок жилья в Созополе очень разнообразный, но важно знать, что в этом сезоне цены, как и везде, подросли. В среднем на 8-10% из-за растущей популярности курорта. Давайте детально разберем все варианты, чтобы вы точно знали, на что рассчитывать. Начнем с самых бюджетных вариантов. Если ваша цель максимум времени проводить на море, а в номер приходить только переночевать, то это ваш выбор. Речь идет о комнатах в частном секторе или небольших студиях. Цены здесь колеблются от 37 до 55 евро за ночь. За эти деньги вы получаете простую, но чистую комнату, часто с собственным санузлом и, возможно, небольшим общим двориком. Это отличный способ прочувствовать местный колорит. Искать такие варианты лучше всего на Airbnb или на местных болгарских сайтах по аренде. Переходим к золотой середине или классу комфорт. Это самый популярный сегмент, в котором ищут жилье большинство туристов. Здесь мы говорим о хороших апартаментах с кухней или номерах в отелях 3-4 звезды. Ценовой диапазон от 60 до 80 евро за ночь. За эти деньги вы уже получаете гораздо больше комфорта. Просторный номер или квартиру часто с бассейном на территории комплекса, кондиционером и хорошим расположением недалеко от моря. Отдельно в этой категории стоит упомянуть All Inclusive. Если вы хотите полностью отключить голову от бытовых забот, то это ваш вариант. Номер в отеле 3 звезды с питанием по системе «Все включено» на двоих взрослых в пик сезона обойдется от 142 евро в сутки. Для тех, кто ищет роскошь, категория люкс. Созополь умеет удивлять. В сердце старого города прячутся уникальные бутики-отели, где история сочетается с 5-звездочным сервисом. Здесь вы платите не просто за номер, а за атмосферу, панорамные виды на море прямо из окна и эксклюзивность. Будьте готовы к ценам от 290 евро за ночь и выше. И, наконец, мой любимый лайфхак для большой компании – аренда целой виллы. Посмотрите на этот вариант. Шикарная вилла на 10 человек стоит 645 евро в сутки. На первый взгляд сумма астрономическая, но давайте посчитаем, делим 645 на 10 человек и получаем всего по 65 евро с человека за ночь. За эти деньги вы получаете не просто комнату, а целую виллу.
с несколькими спальнями, собственным бассейном, зоной барбекю и полной приватностью. Это гораздо выгоднее и комфортнее, чем несколько отдельных номеров в отеле. Главный совет. Созополь – место очень популярное. Лучшие варианты по соотношению цена-качество разбирают еще весной. Поэтому мой вам совет – бронируйте жилье как можно раньше. Инфраструктура и сервис. Что предлагает курорт для комфортной жизни и отдыха? Созополь – курорт с отлично развитой инфраструктурой. Магазины. Есть крупные сетевые супермаркеты Lidl и Билла с адекватными ценами. Транспорт. По городу курсирует туристический паровозик, что удобно для семей с детьми. Финансы. Множество банкоматов и отделений банков для безопасного обмена валют. Есть почта, сервисы денежных переводов, интернет, хороший мобильный интернет и Wi-Fi в большинстве отелей и ресторанов. И даже есть приметы будущего. Заправки для электрокаров и камеры наблюдения для безопасности. Питание в Созополе. От ресторанов до супермаркетов. Цены и где вкусно. Где и почем поесть в Созополе? Вариантов масса. Для экономии закупаемся в супермаркетах, для перекусов уличная еда, а для души – рестораны, особенно в старом городе. Давайте посмотрим на средние цены в хорошем заведении. Шопский салат – 6,5 евро, рыбный суп – 5 евро, куриное филе на гриле – 11 евро, свиные ребрышки – 14 евро. Цены вполне приемлемые. В городе огромный выбор заведений от бюджетных столовых до изысканных ресторанов с видом на море. Битва пляжей. Центральный против Харманиты. В Созополе 2 главных пляжа, и оба награждены престижным голубым флагом за чистоту. Но они разные. Слева от меня центральный пляж. Он находится в закрытой бухте, поэтому здесь редко бывают волны. Песок очень мелкий, почти как мука. Идеально для семей с маленькими детьми. А это пляж Харманиты. Он более открытый, длинный, и песок здесь чуть покрупнее. Да и места больше. Выбор за вами. Уютная бухта или простор. Кстати, обратите внимание, вход с домашними питомцами на официальный пляж запрещен. Развлечения и досуг. Что посмотреть в Созополе и рядом? Чем заняться в Созополе, кроме пляжа? Во-первых, водные развлечения, о которых мы говорили, от бананов и парасейлинга. Во-вторых, обязательно прогуляйтесь по Марине. Это огромная пристань, где можно полюбоваться и на рыбацкие лодки, и на роскошные яхты. В-третьих, сам город полон милых сюрпризов, уличные библиотеки, автоматы по продаже юбилейных монет и даже подарков. В-четвертых, развлечения рядом. Для семей большой аквапарк «Нептун» и забавный аттракцион «Перевернутый дом». И, конечно, из Созополя можно отправиться на десятки экскурсий по всему побережью. Безопасность в Созополе. Мифы и реальность. Как отдыхать спокойно? Насколько безопасно в Созополе? В целом это очень спокойный и безопасный курорт, особенно по сравнению с более крупными. Уровень преступности низкий, но элементарные правила предосторожности никто не отменял. Следите за сумками в толпе, не оставляйте ценные вещи без присмотра на пляже. Главный обман, с которым вы можете столкнуться, это невыгодный курс в уличных обменниках, о чем я уже говорила. Меняйте деньги только в банках. С медицинской помощью проблем нет. В городе есть поликлиника и множество аптек, так что отдыхать здесь можно абсолютно спокойно. Курорт за последние годы. Как изменился Созополь? Как человек, наблюдающий за Болгарией, могу сказать, Созополь меняется, но очень деликатно. Он не превратился в бетонные джунгли. Да, строятся новые отели, улучшается инфраструктура, как, например, с открытием большого супермаркета Билла. Цены медленно, но верно растут, отражая его популярность. Но главное, ему удается сохранять свою уникальную творческую душу. Он становится более комфортным, но не теряет своего исторического шарма, и это его огромное достоинство. Цены на отдых этого сезона. Полный бюджет поездки, жилье, питание, развлечения, транспорт. А теперь самая практическая и важная часть нашего расследования. Давайте отложим эмоции, возьмем калькулятор и подробно до последнего евро посчитаем, во сколько на самом деле обойдется недельный отдых в Созополе. Чтобы вы ясно видели, откуда берется каждая цифра, я подготовила 3 детализированных бюджета на одного человека. Вариант первый, экономный. Ваша цель – максимум моря и впечатление при минимуме затрат. Проживание. Мы нашли самую бюджетную опцию – комната в частном секторе за 37 евро в сутки. Умножаем 37 на 7 ночей и получаем 250 евро за жилье на неделю. Питание. Чтобы сэкономить, в основном готовим сами, закупая в супермаркетах Lidl и Билла. Плюс иногда позволяем себе недорогой стритфуд. В день на это будет уходить около 20-25 евро. За неделю это составит 175 евро. Пляж. Загораем на своем полотенце, чтобы не обгореть, покупаем в магазине простой зонтик и один раз за 10 евро на весь отпуск. Расходы на пляж 10 евро. Развлечения и прочее. В основном это бесплатные прогулки по старому городу, но заложим на мелкие расходы вроде мороженого, кофе или бутылки воды еще 50 евро. Считаем итого. 259 плюс 175 плюс 10 и плюс 50. Получается 494 евро. Таким образом, неделя очень бюджетного отдыха на одного человека обойдется в 480-550 евро. Вариант второй. Комфортный. Самый реалистичный и сбалансированный сценарий для большинства туристов. Проживание. Арендуем хорошие апартаменты или номер в отеле 3 звезды. Возьмем среднюю цену в 60 евро за ночь. Умножаем 60 на 7 ночей, получается 420 евро. Питание.
Здесь уже можно расслабиться. Завтракаем в апартаментах, а обедаем и ужинаем в хороших, но не самых дорогих ресторанах. Закладываем на это 50 евро в день. За неделю получается около 350 евро. Пляж. Почти каждый день арендуем комфортный комплект из зонтика и шезлонга. На пляже Харманита это 12 евро в день. Допустим, мы ходим на пляж 5 дней из 7. Умножаем 12 на 5, и это 60 евро. Развлечения и прочее. Здесь уже можно позволить себе больше. Съездить на морскую прогулку, пару раз выпить коктейль на набережной, купить сувениры родным. На все это заложим и еще 150 евро. Считаем. Итого 420 плюс 350 плюс 60 и плюс 150. Получается 980 евро. Значит, комфортная неделя в Созополе на одного человека будет стоить в диапазоне 900-1100 евро. Вариант третий. Люкс. Для тех, кто не привык себе отказывать и хочет получить от отдыха максимум. Хотите поддержать канал и получить больше? Становитесь спонсором. Вы сами можете выбрать подходящий уровень, в зависимости от ваших возможностей и желаемых бонусов. Кнопка «Спонсировать» ниже. Проживание. Бронируем тот самый шикарный 5-звездочный отель в старом городе. Средняя цена 290 евро за ночь. 290 умножаем на 7, получается внушительные 2030 евро. Питание. Ужинаем в лучших ресторанах с панорамным видом. Заказываем свежайшие морепродукты, пробуем местные вина. Бюджет на питание здесь легко составит от 100 евро в день и выше. За неделю это минимум 700 евро. Пляж. Арендуем лучшие места. Возможно, в пляжном клубе с обслуживанием. Это около 20-25 евро в день. За неделю еще 150 евро. Развлечения и прочее. Здесь нет границ. Индивидуальные экскурсии, катание на яхте, водные лыжи, шопинг. На эту статью расходов можно смело заложить от 500 евро и выше. Считаем. Итого 2030 плюс 700 плюс 150 и плюс 500. Мы видим, что неделя отдыха класса люкс на одного человека начинается от 3300 до 3500 евро. Главные плюсы Созополя, за что его выбирают тысячи туристов. Подводим итоги. За что же так любят Созополь? Плюс номер 1. Неповторимая атмосфера старого города. Это не просто декорация, это живая история. Плюс номер 2. Отличные чистые пляжи и море. Особенно центральный пляж для детей. Плюс номер 3. Спокойствие и безопасность. Здесь нет шума и суеты больших курортов. Плюс номер 4. Хорошая инфраструктура и большой выбор жилья и питания на любой кошелек. Основные минусы Созополя, к чему быть готовым. Но будем честны, главный и, по сути, единственный существенный минус Созополя – это его рельеф. Город стоит на холмах. Это означает постоянные спуски и подъемы. Если у вас проблемы с ногами, вы путешествуете с маленьким ребенком в коляске или просто не любите физические нагрузки на отдыхе, это может стать для вас серьезной проблемой. К этому нужно быть готовым. Созополь против других курортов. Краткое сравнение: цены, пляж, атмосфера. Как Созополь выглядит на фоне соседей? Созополь против Несебра. Оба с историей, но Несебры более коммерческие и плоские, а Созополь более артистичный и холмистый. Созополь против Солнечного берега. Это полная противоположность. Солнечный берег – это огромный плоский пляж, вечеринки и шум. Созополь – это уютные бухты, спокойствие и история. По ценам они примерно сопоставимы, но предлагают совершенно разный тип отдыха. Для кого этот курорт? Идеальный отдых для семей, молодежи или спокойного релакса. Итак, кому же идеально подойдет Созополь? Семьям с маленькими детьми. Да, но выбирайте жилье в новом городе поближе к центральному пляжу, чтобы избежать холмов. Влюбленным парам и романтикам однозначно да. Ценителям истории и искусства – это ваше место. Молодежи, ищущей тусовки, скорее нет. Для этого есть Солнечный берег. Недвижимость в Созополе, мысли о покупке или переезде. Коротко для тех, кто влюбился в Созополь всерьез. Покупка недвижимости здесь популярная история. Цены на студии стартуют от 42 тысяч евро. На квартиры с одной спальней от 60 тысяч евро. Спрос стабильный, так что это может быть хорошей инвестицией в мечту о домике у моря. Секретные места Созополь за кадром. Для меня Созополь – это не просто набор фактов, это эмоции, это утренний кофе в кафе на скале с видом на море. Это восторг, когда за очередным поворотом в старом городе находишь совершенно пустынную живописную улочку. Мое секретное место – это дикий пляж Мидий у скал, где можно посидеть в тишине. Созополь нужно не просто смотреть, его нужно чувствовать. Итоги. Наш вердикт и главные советы перед поездкой. Итак, наш вердикт. Стоит ли ехать в Созополь в этом году? Однозначно да. Если вы знаете его особенности и ищете именно такой отдых, душевный, красивый и спокойный. Мой главный совет. Если для вас критичны подъемы и спуски, очень внимательно выбирайте расположение вашего жилья на карте и бронируйте все заранее. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.